Решил показать применение вот этого вот наборчика для костра. Значит, честно говоря, это еще пока первый раз и будет экспериментом. Имеется вот 3 такие скобы. По сути, это гвоздь 200-ка, 3 гвоздя, заостренные с обеих сторон. Значит, вот таким ножом Ranger Wood 130 миллиметров Victorinox напилил 3 вот такие бревнышка. Они, я не могу померить их, нету линейки. Вот так вот где-то. Вот нашел подходящее бревнышко, спилил его. Такого диаметра бревнышка. Сейчас сравню с пилой его. Ну, где-то полпилы. Из таких планирую костер делать. И вот хотел продемонстрировать, как быстро его можно спилить такой пилой. Где-то вот так вот мне надо. Сантиметров 20, наверное. Все равно бывает соскакивает, конечно. Но тем не менее можно. Уже напиливаю. Покажу. Вот он. Ну, сколько я тут минуту пилю. Вот такие вот. Мне нужно 3 брусочка. То есть суть в том, чтобы из них, из 3 бревнышек, сделать что-то наподобие свечи. Свечу стандартную я уже делал из толстого полена, но там нужно, чтобы был топор, нужно, чтобы была более длинная пила. Я решил проверить, можно ли вот этим вот одним ножом обойтись и сделать что-то типа тоже свечки. Без топора, без длинной пилы. Для чего нужны вот эти скобы? Чтобы их соединить между собой. Сейчас чем-то забью их, но предварительно вот здесь вот в стыке между бревнами хочу убрать кору и сделать как бы небольшую сточенную грань такую. Конечно, такой нож держать гораздо удобнее, чем какой-то там 91 миллиметр или даже 111. Вот это самый раз, наверное, толщина рукояти. И вот рука у меня как раз садится между вот этими упорами. Ну, вот так вот надо сделать где-то, наверное, с 3 бревнышками. Вот сейчас строгал, уперся вот этим шпеньком в бревнышко, он просто съехал. Держался все время прочно, то есть нельзя было его так сместить так просто. Тут уперся в дерево с большой силой, он просто слез, съехал с ножа. Что уже дома я его закреплю, пока буду так пользоваться.
получилось у меня 3 бревнышка. Сейчас я их попробую скрепить. Для этого буду использовать что-то вроде колотушки. То есть, по сути, это часть той же ветки. Вот. Ставим их вместе. Пока, наверное, 2. Так, чтобы вот стесанные поверхности были рядом, располагались друг с другом. Вот. И попробуем это дело забить. Вот. И последняя скоба. Ну, в общем, где-то так. Где-то так. Здесь, конечно, великоватый зазор получился. Но попробую вот так вот сделать. Если что, сюда поставлю еще бревнышко, просто приложу. И это все достаточно так уверенно стоит. Такая вот конструкция получается. Сейчас я буду здесь костер разводить, то есть огонь разжигать, чтобы они загорелись. Потом поставлю. И сейчас попробуем сверху котелок. Вот так примерно это будет, должно стоять. Да? Не очень-то уверенно. Смысл в том, чтобы пламя вертикально горело вверх, то есть не распылялось во все стороны, а именно подогревало сам котелок. Ну и чтобы не приходилось постоянно там каких-то дров подкладывать. Посмотрим, насколько вот этого хватит. Достаточно много вокруг сухого хвороста. Это все вот эти веточки хвойные. Они уже сухие совсем. Сейчас будем пытаться с них все и разжигать. Ну, честно говоря, не очень неуверенно горят эти веточки. Сверху удобно подкладывать. Но пока еще не зажглись эти поленья. Уже не просто веточки, а вот такие уже палки. Хворост кладу. Вот так вот это выглядит с разных сторон. Еще не разгорелось. Сейчас разожгу, включу.
Уже более-менее разгорелся. Ну, наверное, кора у бревен была сыроватая. Дымили сильно. Вот, налил почти полный котелок. Сейчас попробуем его поставить. Так вот. Чтобы поддерживать как-то, что ли, огонь, наложим сюда побольше. Досочка. Помощник. Ну вот, уже что-то есть, что-то похожее на свечу разгорелось. Просто я же говорю, бревна, может, неправильно подобрал, но тут ничего более подходящего не нашел по диаметру, по степени сухости. Но в принципе, вот если под котелок посмотреть, то пламя бьет прямо в него. Вот. Единственное, что меня смущает, это вот то, что вот здесь вот ближе к основанию они больше прогорают. Ну, может быть, это изначально так. Сейчас посмотрим еще. Надо беречь воду, чтобы он не упал тут от того, что прогорит. Упадет и все. Придется идти домой голодным, без чая. В общем, бревна не хотят полноценно гореть, но несмотря на это, получается некая такая щепочница из дерева. То есть вот даже вот если подкладывать сюда постоянно вот эти палочки, то достаточно неплохое пламя и неплохо направленное пламя получается. И вот тут сейчас я, допустим, подую опять. Вот это вот пламя, оно вроде попадает на ручки, но они не боятся такого пламени. То есть они не плавятся от этого. И если посмотреть, то уже, в принципе, что-то там начинает происходить. Уже пузырики появились на дне. Так что мы прикроем и ждем. Ждем. Главное, чтобы котелок не рухнул. Не прогорели вот эти вот это основание, так сказать, видите? Ну, вроде бы не должно быть. Ну вот, где-то спустя минут 10-15, наверное, бревна прогорели где-то на треть, где-то наполовину. Вот так вот это выглядит. Очень большой жар там в середине. Ну, где-то 10 минут, наверное, прошло. И вот кипит вода. Так что ничего не упало, не обрушилось. Все, в принципе, можно снимать. Снимать воду. И сейчас, наверное, еще сосисочки пожарю. Все, 2 сосисочки. Ну и пюрешечку я с собой взял. Хочу пюрешку с сосисками сделать. Так, видно? Можно даже поближе поставить, чтобы оно продолжало греться.
угли поставим. Вот так это дело выглядит сверху. Оп, я прокинуть все это. Чуть-чуть все-таки вот пригорает, конечно. Но уже меньше, вот с маслом лучше. Вот так вот это выглядит. Ну, смотрите, какая замечательная, компактная получилась печка. Компактный костер. И при этом продуктивный, потому что, ну, есть на что поставить. И пламя именно под посудой получается. Пока оно там дожаривается, порежем хлебушек. Протирать надо нож после древесины. Хлеб такой плотный. Ну, X всегда справляется. Хлебушек есть. Такой вот роллтон пюрешка. Сейчас мы ее совместим с этими жареными сосисочками. Ну, в принципе, наверное, хватит. О, поджарились, корочка образовалась. Аромат какой. О. Так, теперь, значит, мы выкладываем эти сосисочки пока в какую-то емкость. Жалко, еще не взял чего-то. Чего-нибудь. Мы их, наверное, пока сюда выложим на досочку. Аккуратно, чтобы они не испачкались. А сюда мы зальем кипяток и пюрешку. Вода, которая была представлена к костру, продолжала потихонечку кипеть. О, блюдо. Блюдо дня. Кружка. Шведская, да? Шведская кружка. Армейская. Почему есть, да, и вилка, и ложка? Чтобы было комфортнее на природе. Если что, кстати, сахар еще с собой есть. Добавлю по вкусу уже. Все. Значит, на еще одну кружку осталось кипятка. Наверное, тут поближе поставим. Хотя что, сверху можем поставить. Пусть немножко еще. Но уже не так уверенно, как костер стоит. Потому что бревна больше прогорели. О, хороший еще стульчик тут есть. Ну что, приятного аппетита. Обычно я перед едой молюсь. Спасибо тебе, Боже, за этот чудесный день, за эту чудесную природу и за эту пищу. Аминь. Попробуем, что же у нас получилось. Знаете, на природе этот ролл там заходит только так. Пюрешечка. Знаете, я голодный же поехал на природу, и время было уже обеденное, когда я выезжал. Поэтому я с нетерпением ждал, когда оно приготовится, когда вскипит эта вода. Такой костер первый раз делал, эксперимент. Я мог бы, в принципе, потренироваться, а потом снять ролик. Но решил снять именно первый раз. Свой первый раз.
Я думаю, удался эксперимент. Ну, где-то, может быть, печка-щепочница была бы лучше. Но в том случае, если бы она была титановой. Легкой. Остальная явно будет тяжелее, чем 3 скобы из гвоздей. Шикарно. Даже слотить не надо. Тут все в меру. В общем, вот этот нож в принципе способен сделать, ну, что-то наподобие свечи, костер, свеча. Вот. Такое вот подобие, да, упрощенный вариант. Но тем не менее, не надо с собой тащить складную пилу садовую. У меня есть, но и она длиннее, наверное, длиннее даже разложенного ножа. Она, конечно, эффективна. Толстые бревна пилит, деревья ей валили. Но вес имеет. Вот этот нож не имеет по сравнению с ней веса. Это 160 с чем-то грамм. И здесь есть нож, чтобы их зачистить, и пила, чтобы их напилить. Ну и получается вот такой вот костерок. Его же можно было носить в комплекте с щепочницей, печкой. У меня еще будет ролик по поводу эффективности этого ножа в сравнении с топором и пилой и о его применимости. Но в двух словах скажу, что если это ПВД, или если вы готовите индивидуально на себя, и больше ни для чего костер вам не нужен, то больше ничего и не нужно, кроме ножа. Вот, догорает костер. Еще поставил воду, чтобы она не остывала. Она там парит потихоньку. Не кипит, но не остывает. Ну вот до такой степени примерно догорели эти бревна. И я его решил до конца дожечь. Посмотреть все-таки, как это все разрушение происходит. Ну и вот видно, что гвозди вот здесь вот уже вылезли почти полностью. И, по сути, оно неизвестно, на чем сейчас стоит, на чем держится. То есть он уже накренился сюда. Ну, то есть сейчас он уже, наверное, обрушится. Вот насколько прогорели бревнышки. Для того, чтобы вскипятить воду, пожарить сосиски, литр воды вскипятить и потом еще поддерживать температуру воды близкой к кипению, чтобы я успел все попить. Ну вот, все, он разрушился. Так что я тут переживал, как я буду гвозди доставать, а один уже сам достался. Теперь надо просто дым в глаза, просто подождать, чтобы он остыл. Вот. Видно, что цвета побежалости пошли. Вот. Тоже достался. Второй. Ну, это тут догорает, пускай. Ну, в принципе, вот так, чтобы самому, да, покушать что-то, приготовить себе. Вот по сравнению с тем, что было здесь, какой костер, ну, такой вот незначительный масштаб получился. Вот, получилось, что после первого боевого крещения они поменяли цвет, и вот эта верхушка стала черная полностью. И уже не пачкается, я вот бумагой вытер, уже не пачкается, но при этом цвета такой, как будто вороненые получились. Может, это даже от коррозии будет защищать его. Ну, как бы я доволен.
задумкой. Вот, вроде бы получилось. Вот такие вот получились гвоздики. Они сами вывалились, когда оно все догорело. Но если, допустим, нет времени на это все, можно тем же колотушкой сбить просто с них бревна. Вот. Просто они еще остыть должны потом. Когда покидаете лес, покидаете свой костер, добейтесь, чтобы никакого дыма оттуда не шло. То есть все-таки берегите природу, берегите лес. Чисто ради интереса решил попробовать перепилить потолще бревнышко. Наверное, здесь оно слишком трухлявое, а вот здесь вот более-менее такое сухое. Если вот сравнить с этим, потолще, раза в 2, наверное. Так вот с пилой, если сравнить, будет где-то 2/3 от пилы. Попробуем его перепилить. На следующий раз буду иметь в виду, стоит или не стоит. Вот так вот. Лучше видно, да? Конечно, если бы была садовая складная пила, это бы быстрее сделалось. И меньше сил было бы затрачено. Но потом ее тащить надо в рюкзаке. Она весит побольше. Вот она. 2/3 где-то, да. Вот из таких поленьев уже поинтереснее получится костерок. Так называемая импровизированная свеча. Ну, в общем, хорошо посидели. Эксперимент удался, я считаю. Теперь буду применять эту технологию активно, для того, чтобы вот так вот в одиночку выбираться на ПВД. В общем, замечания пишите в комментариях, но не судите строго. Это все-таки, наверное, первый... Ну да, это первый мой ролик с выходом на природу, а то все за столом, да за столом, наверное, уже приелся мой зеленый стол с его обзорами. Вот. На самом деле я очень люблю природу, и вот так вот выйти, перекусить, развести костерок, романтика, прекрасно. Так что пишите, что вы об этом всем думаете в комментариях, я прислушаюсь к вашему мнению. Вот. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот. Ну, вообще подписывайтесь на канал. Так что до встречи в новых роликах. Всем пока.